Просто странно получается. Чтобы заявить о своей субъектности, нужно обязательно ткнуть Россию. Странная Ну, логика. для всех постсоветских стран это и есть та самая трагедия, признание которой является, мне кажется, ключевым для, прежде всего, российского руководства, ну, для России как таковой, ну и для вот этого государств, образовавшихся после распада Советского Союза, да, то есть постсоветских стран. Возможен ли нейтралитет на постсоветском пространстве, да? То есть вот он, эпический главный вопрос. И пока история неумолимо нас заставляет выучить урок, что нейтралитет невозможен. Тогда чего То требует есть, Россия от Украины? так мы сейчас к этому перейдем. И это и есть то самое трагичное, скажем, понимаете, символически. Тут происходит очень интересное событие. Россия искренне требует нейтралитета, отказываясь признавать тот факт, что нейтралитет невозможен, и что условием вот этого нейтралитета является, по сути, гибель Украины. Вот примерно такое положение дел сейчас находится. Потому что если Украина будет нейтральной, то, как мы с вами много раз говорили, она не в состоянии этот свой нейтралитет удержать и по внутренним противоречиям, и по историческим противоречиям. Это то самое, как мы с вами много раз говорили, города, основанные одним... Невозможно объяснить в рамках этой логики, почему города Харьков и Белгород, основанные одним царем в рамках одного исторического процесса, в рамках примерно тот же самый период, должны находиться по разные стороны границы. Что же говорить про землях, которые были на бывшем диком поле. Но вот это условие нейтралитета, да, то есть скорее является таким определенным наследием. Да, можно здесь честно пнуть вот это, знаете, советское наследие определенного поколения российской элиты. Да? То есть вот это следствие такого символической конструкции под названием «дружба народов». Но надо признать, что эта конструкция является лицемерной. В каком смысле? Потому что дружба народов предполагает относительно контрагента очень странное состояние. Она говорит так. Ты, конечно, независимый. Я признаю, что ты независимый, но дружить против меня ты не имеешь права. Но тогда ты не независимый, да? То есть вы понимаете, что две эти позиции логически являются несочетаемыми. И неотъемлемая действительно часть любого суверенитета это право быть врагом. То есть ты не можешь признать чью-то независимость с запятой, но у тебя нет права быть моим врагом. Это называется вассальные отношения. Вот давайте, вот и поэтому, если бы был нормальный язык, политтеологический, да, то мы бы сказали, то, что Москва просит, требует, собственно, реально, осознанно ли, неосознанно ли, от любой постсоветской страны, это то, чтобы в вопросах безопасности в определенной доле мере они были, ну, под условием, по сути, некого вассалитета от Москвы. А при этом на словах говоря о независимости. Вот это противоречие, оно и, собственно, приводит, мне кажется, к тем взрывам и к той замутненности чистоты понимания, которое мы наблюдаем все последние постсоветские годы. Но постепенно это мы видим то, что в российской элите постепенно происходит изменение понимания этого процесса. С трагизмом приходит понимание того, что если независимость, то враг, да? И вот скорее дальше начинается вопрос, что делать с этой реальностью. Это, кстати, очень интересный разворот нашей дискуссии по поводу права быть врагом. То есть, получается странная история. Нет, понятно, что нужно там самому себе выбирать врага. Это, конечно, классно. Но мы же можем развернуться не только на восток, с позиции Украины, да, но и на запад. В Польше Мгм. ересь происходит, дичь какая-то, понимаете? То есть тут уже, пора включаться, пора что-то делать. Мгм. И я вот сейчас выступлю, может быть, конечно, непопулярно, за мной такого не замечают никто никогда, это исключительно для нашей с вами дискуссии. Слушайте, надо как-то защищаться от поляков. Я уже знаю, там люди ходят по двое, по трое, там в разных провинциальных, небольших, и в больших тоже, городах, да, как-то вот они, начинается какая-то вот внутрипольская история с теми уехавшими украинцами, но люди внутри Украины, тут уже нет мостика, понимаете? Нет мостика. И Мгм. правильно люди там на стримах у меня тоже задают вопросы, говорят, слушайте,
А вы вообще видели такие же новости, что где-то какого-то выходца из Украины, беженца имеется в виду, обычного, Мгм. там где-нибудь в Омской области, например, там, да, или в Тамбовской, вот там чего-то за язык или там кто-нибудь что-то не так сказал, Мгм. и вот такая же история, как с Польшей. Вытаскивают из багажа вещи, режут символику. Ну, постойте. Понятно, что в России она там незаконная, а там законная, Ну, вот так с ней борются. Ну, то есть тут надо как-то нет, немножко ну, разворачиваться в сторону права быть врагом, и выбирать себе врага. нет, ну так это, простите, право быть врагом предполагает право... Понимаете, тут же первый важный комментарий, что когда ты выбрал кого-то себе во врага, ну, дальше алягер ком алягер. На войне как на войне, да? То есть это вот, это уже лицемерие украинской позиции, да? То, что я буду твоим врагом, но ты мне за это ничего не делай. Вот так тоже не бывает, да? То уж если выбрал быть врагом, соответственно, получаешь, получаешь войну. А если мы говорим о Польше, ну, господин Навроцкий, даже, по-моему, сказал очень, по-моему, ну, все предельно доходчиво, что единственная, скажем так, функция, образ, в котором украинцы интересуют, вот эта секта украинства даже, или, можно сказать, одурманенные русские люди интересуют поляков, это чтобы они, русские люди убивали русских людей. Они в никаком другом качестве Польше эти люди не нужны. И мы можем вспоминать, вот опять вся история бандеровщины тоже, давайте, это вот опять символизм, да, то есть смотрите на пантеон, смотрите, с кем воевали эти люди. Ну, давайте просто короткий факт. Вы, наверное, должны знать, что вот этот господин Коновалец, идеалы которого Украина должна теперь светимо чтить, вообще-то на Пилсудского неудачное покушение делал. У него нет идеалов. Нет, у него есть очень идеалы, мы о них будем говорить дальше. Но смысл в том, то, что вот эта антипольская составляющая украинства, она не меньше. Она вообще украинство ненавидит вообще всех своих соседей, давайте прямо говорить. Но другое дело, что с точки зрения поляков в нынешних исторических условиях, ну, польского руководства, ну, пока они воюют с москалями, то почему нет? А если вот они в Польше начинают себя вести неприлично, да, то с польской точки зрения, соответственно, надо указать крепаку и... Ну, вот помните, да, то есть почему вообще... Давайте вспомним, откуда образовалось слово «рагуль». Такое ругательное слово. Это же на границе польских городов стояли вот блокпосты, по сути. И вот, ну, рагули, вот тех, кому не разрешалось за них проходить, тех и называли рагулями. И вот, собственно, вот если вы думаете, что принципиально это отношение изменилось, да нет, абсолютно. Я Но это цена, как бы, понимаете, это же цена, это вечно украинская драма. Если мы смотрим на мой любимый 17 век, то это и есть вот эта драма украинства, оно мечется, оно пытается с поляками против москалей, потом с москалями против поляков, потом с турками против обоих, вот повторимся, Великий Дорошенко заканчивается, сами знаете, заканчивается это все руиной и тем, то, что те, кто выживал, вспоминают, кто они есть. Вот примерно так все и происходит. Но ведь это же большой обман. Прах Коновальца, который перезахоранивали ночью. Во-первых, встретили с почестями, потом отдали эти кости Азову, Белецкому, он там толкал речь, сняли видосик, запустили там по станциям метро, везде там билборды. Полковник с возвращением. Я уверен на 120%, что никто, ну там, ну ладно, никто, но процентов 90, 95 не в курсе вообще, кто он был и почему. А зря. Ну вот, какого рожна, простите. Ну то есть, еще раз, понятно, что нужно сколотить этот пантеон. Понятно, туда надо разных там понапихать, но они как-то не особо разные получаются. Ну ладно. Но... Не, ладно, Александр, не, давайте вот с самого хода. Это же самое ключевое. Проблема в том, что невозможно сколотить пантеон украинства из достойных людей, потому что все достойные люди, которые жили на этой земле, были русскими. Вы сразу обнаружите, что они были русскими людьми. И там прям как бы без вариантов у них не получается, не клеится. Поэтому приходится выбирать из тех, что есть. Поймите, символически сейчас же еще раз. Украинство – это не этничность, это религиозная идентичность. Сейчас вы видите создание церкви, алтаря, собственно, пантеона, опять-таки, символизма, новой религиозной веры. Заметьте, эта религиозная вера, ей может присягать вообще кто угодно. Даже господин Жан Бельнюк, который точно не выглядит как... свідомий справжній українець, присягая вот этой секте
дуально-гностической секте украинцев, объявляя себя афробандеранцев, становятся его частью. А вот в тот день, когда он это совершил, были похищены ЦСКшниками 2 православных малороса. Если, вот, не знаю, вы освещали, не освещали то, что митрополит Тульчинский брат Флотский Сергий и помогавший ему протоиерей Антоний. Да? Ну, И вот Антония на фоне... не выпустили, Сергия выпустили, и то у него там проблемы с гражданством, ему приостановили гражданство. Это тоже был парадокс. То есть мы у тебя забрали гражданство, ну ты давай как бы получай по почкам и вперед в ЦК. Это все предельно связано, да, то есть на этом фоне, то есть мощи святых из Лавры идут в непонятном направлении, а кости упырей закладываются в пантеон. И вот это и есть тот момент радикального выбора. То есть, если ты украинец, то ты вот присягаешь вот этой вере с идеалами вот этих людей, никаких других, не вот то, что мы себе там могли напридумывать там, ни с какой ни советской Украине, ни царской Украине, ни вот ничего вот этого, а вот этой конкретной, очень понятными людьми с очень понятными идеалами. Опять-таки, чтобы вас не банили на YouTube, обозначим метафорой. Любителей приветствовать солнышко. Во всех смыслах этого слова. Соответственно, все те, кто... От всех тех, кто в эту картину не вписываются так или иначе образом, они будут из нее... Вот с ними можно делать все, что угодно, опять-таки в рамках доктрины этой веры. Заметьте, вот это украинство предполагает возможность абсолютной жестокости и просто к любому тому, кого оно таким объявит. Если это поляк на Волыне, там еврей во времена Шевченко, если вы помните, что было, или вот сегодня, как это происходит с православными, верными чадами православной церкви, то это можно делать, и вот это, опять-таки, принцип имени господина Филатова. Опять-таки, если мы говорим о господине Коновальце, в чем его большое символическое это значение? Он из русин. Да? То есть русины – первая часть русского широкого православного народа, которые подверглись, ну, можно сказать, украинизации. Начиная со времен унии, потом времена Талергофа, потом времена австрийской. То есть это вот Первая мировая война, когда русофильское движение на Западной Украине было физически, по сути, истреблено. Опять-таки, то оно, что там было, дай бог, что пока еще. Пока есть возможность, кто можете сходить во Львов на Лычаковское кладбище и, пройдя через Марсово поле, потом дойти до так называемой могилы русских журналистов. Там еще остались надгробия этих людей, которые вот как раз отстаивали, по сути, идентичность Червоной Руси. Да? Русины, часть большого православного народа, писали на церковнославянском, все можно читать, все памятники литературы открыли. Вот Коновалец был из той части, которая где-то позднее, да, отказались от этой идентичности русского православного и стали вот, по сути, ну, если угодно, вот такими новыми, спражними, символичными украинцами. Вот это его, опять-таки, униатская, если угодно, история. И сейчас, опять-таки, это символично, что его, соответственно, кости, мощи привозятся в русский православный город Киев, столица, собственно, православного Лавра. А Лавра, наоборот, оскверняется, из нее все, соответственно, наоборот, вывозится, не мывается. И вот это и есть символическая, опять-таки, если угодно, красная линия, которая не может быть, вот, опять-таки, двух мнений. То есть, либо как бы будет жив в широком смысле русский народ, да, и тогда в Киеве не может быть пантеона из Коновальца, Мельника, Бандеры, Шухевича и прочих. Просто не может их быть по определению. А есть мощи Антония, Феодосия, Ильи Муромца, да даже Острожского князя. И все равно русских православных людей, которых жизнь водила по старой, опять-таки, разное бывало в этой истории. Либо вот это будет, опять-таки, по сути, черная дыра, вокруг которой будет разворачиваться петля смерти. И вот поэтому-то, собственно, вот на этом символическом острие, вне зависимости от того, что там кто хочет, разные делегаты, гости, приезды, вы не решите этот символический конфликт, потому что вот даже не по тем причинам, что я описал, а по каким-то даже глубоко интуициям. Москва будет настаивать на том, чтобы вот это осквернение Киева в рамках мирного урегулирования было прекращено. А оно не может быть прекращено, потому что это теперь сердце
того, что называется Украина. Соответственно, скорее погибнет последний житель этой земли, чем руководящая клика этой территории согласится с этим обменом. К сожалению. Ну, конечно, это в копилку аргумент вашей позиции, что война до капитуляции, это безусловно. Но все-таки о Коновальце. Угу. Понимаете, меня больше всего раздражает то, что вообще не пойми кто. Ну, с точки зрения современного человека, я имею в виду того, который в Украине, того, который, ну, ему просто привезли, вот Коновалец, вот его там Азов, вот его там по телевизору показали, вот его там, о, ну хорошо, теперь наш новый герой. Это мне напомнило тот период, когда, помните, песенку написали, вот, ну как написали, ремейк, да, и там и деткам в детских садиках, там в школах, в вузах, и они там скачут веселые, кричат «Батько наш Бандера», «Украина маты», вот это все, это типа модно для них, это модно, они понятия не имеют, кто, ну, вот эти дети имеется в виду. Вот сейчас, мне кажется, украинский народ, это как дети, которые понятия не имеют вообще, с кем они имеют дело, с гражданином Австро-Венгрии, понимаете, с вот этим вождем, прости господи, ОУН. И, ну, понятно, его там русский Судоплатов подорвал с коробкой конфет. Ну, это просто такой факт яркий, да, операция яркая такая была, поэтому они вроде как на слуху. Ну, а кто там, что там, плен, не плен, поляки, покушение на посла, вот это... Пилсудского. На Пилсудского. Никто не это самое. Ну, то есть... Посла убил. Да, посла убил, покушение. Да. То есть, ну, теракты, понимаете? Теракты. Террориста. Это а теракт. Других нету героев. Ну, поймите, ну нету других героев у украинцев. Они все такие. Там других вообще нет. Ну, вот нету. Мы вот то же самое, это фундаментальная же история. Поэтому, а то, что вы описали про вот механизм, ну, это уже классическая отработанная схема когнитивной технологии или технологии массовой одержимости. Вот тебе святые, вот их могилы, вот тебе герой. Давай учись любить. Тот, кто будет плохо учиться их любить, ну, вот к ним приедет добрый дядя из ТЦК как минимум, да? А как максимум другие добрые дяди с аббревиатурами из 3 букв. К сожалению, ну, то есть это как раз базовая принципиальная технология создания. Но опять, понимаете, у меня вот в контексте, опять-таки, всей этой истории очень сложно описывать все эти происходящие процессы, вообще употребляя слова из из лексикона государства. Зато вот из лексикона сектоведения это очень просто определить. Ваше справедливое возмущение мне эмоционально понятно, но умом, поймите, Александр, других героев нету. Вот нету той клики, которая у власти, других героев. Ладно, чего-то добился, понимаете? Ну, я еще понимаю там Мазепа. Тут хотя бы Петра там предал, хотя бы там был величина какая-то, да? Ну, при Петре. Что добился? Умер съеденный в Шаме в Молдаве? Нет, ну там церкви тоже помогал. Ну чего? Ну, хотя бы... буквально человек так умер. Ну, что он... Ну, церковь... Ну, нет. Но если ваш аргумент про добился, то все равно же не работает. Ну, несравнимо с достижениями Коновальца. Я орден получил. Я к этому. Несравнимо. Ну, понятно. Ну, хоть что-то. Ну, как говорю, чем богато, тем рада, в кавычках. Ну, на полном серьезе. Здесь это неизбежная история. Так ни один из этих исторических персонажей, что, условно, простите, Мельник, Шухевич и Бандера чего-то сильно добились... То есть, как бы тоже, знаете ли, не выдающиеся достигаторы, кроме вот то, за что поляки бьют, собственно, да, вот особенно ничего большего добиться-то не удалось. Но, тем не менее, соответственно, других героев нет, повторюсь. Это очень важно. Причем заметьте то, что британский посол прекрасно хлопает на рамках этой церемонии, и все очень хорошо, как бы при полном одобрении Запада. Это очень важно понимать, опять-таки, российское. То есть, почему это важно? Потому что слишком долго в российской, соответственно, элите бытовало мнение, что достаточно просто, что нужно доказать западным партнерам, что где-то появился запрещенная идеология на букву «М», да? А теперь мы видим то, что вот этот консенсус, так называемый консенсус после Второй мировой войны, он закончился. И да, они такие. Но поскольку они выполняют то, что нам нужно, а что нам нужно, мы теперь точно узнали благодаря вопросу германского журналиста. Если вы помните, господину Зеленскому в Сербии. Как мы можем вам помочь, чтобы вы убивали больше русских? Да. Вот пока с этой задачей эти люди справляются, никаких к ним претензий за все их приветствование солнца не будет.
И никакого совместного решения этой проблемы тоже не будет. Она будет, если она будет, в Поляке, да, то есть у поляков от этого есть проблема, но вот они на своей подконтрольной зоне это решают, и им тоже за это ничего не будет, да, то есть это очень четкая иерархическая структура, как она всегда бывает в сектах, опять-таки. Вот в рамках сект оно работает идеально. Кстати, важный такой комментарий, просто чтобы вы понимали, насколько символически все это работает. Захоронение, собственно, Коновальца произошло 14 числа на 88-й год после его смерти. Опять-таки, эти две цифры очень хорошо показывают, что ребятки, которые, соответственно, это все совершали, очень четко находятся в духе, в том же самом духе, которым двигал теми людьми те годы назад. Мгм. То есть символизм важная вещь, конечно, безусловно. И чтобы понимать мотивы и почему, что и как происходит, это естественно, нужно в этом понимать. Но если мы сейчас вернемся еще к Украине, к дальнейшему Давайте. развитию, но меня интересует другой момент. Там в Америке произошел случай, там, по-моему, 16-летний подросток спас, там героическое спасение из воды вытащил человека. Это вот событие, да, там, последних дней, это все комментируют. Что делает Трамп? Рейтинг делает, он его приводит в овальный кабинет. Там, где там Да. Зеленский сидел, со всеми встречается с этим, пареньком 16-летним, а он 10-летнего хлопца спас в Санта-Крузе, в Калифорнии. Он говорит, он настоящий герой, потрясающий, этот, конечно, скромный парень. Хорошая картинка. Но этим же не обошлось все, понимаете? Значит, выходит Трамп, журналисты же задают вопросы, и он там сидит с этим пареньком, паренек уже вообще не понял, что он пришел, и говорит, что, там все обсуждают, сегодня появилась программа Си Цзиньпина в сентябре, значит, он 23-го приезжает, и, в общем, с 24 сентября разговор с Трампом, и сразу убывает. И он говорит, у нас есть зал, который вместит только 89 человек. 89 человек это мало, вы что? А надо 2000 человек позвать на ужин с Си Цзиньпином, будем как-то решать этот вопрос. С Ким Чен Ыном там вот эта вся история непонятная. Ответил ему Ким Чен Ын, не ответил, как-то так Трамп. Короче, скандалил, обливал журналистов грязью, говорил о том, что ты там фейковый репортер, CNN-щику, ты такой, ты сякой, значит, это ваши фейковые новости, что у нас на Абрахаме Линкольне что-то не то. Короче, рвет и мечет и искрами сыплет. Он вообще договорился сегодня до того, что будет бомбить Оман. Оман и Иран — это две стороны два берега Ормузского пролива, и там есть два таких маршрута, и они согласовывают. Все время они в коммуникации, беседовали. А тут возьми, говорит, будут мешать мне с Ираном, я буду Оман бомбить. С Трампом что-то происходит? То же самое. Пароход, яхта «Беда» идет верным курсом, да? Тяжелое у него сейчас время, символически в том числе. Понимаете, явная история про то, что вот как он уезжал из Турции, сильно пошатнуло его публичный образ, потому что одно дело, когда ты не бойтесь, вперед, вот этот поднятый кулак, кровавое ухо, фотография, которая выигрывает выборы, сильный лидер, который ничего не боится, смотрит смерти навстречу глаза, не вяжется с образом человека, которого приходится эвакуировать я так и не понял, если честно, в чем именно его эвакуировали. Но мемы про Трампа, сидящего в этой, коробке для еды в самолете, к сожалению, для Трампа заполонили весь американский интернет. И это очень сильно бьет по его лично самолюбию, но и бьет по его не так уже прекрасным предвыборным шансам на, соответственно, вот этот промежуточный срок. С Ираном все не получается, как мы и говорили. Вот буквально накануне, вот час назад прочитал новость, то, что в открытый пролив в очередной раз вошло судно без разрешения Ирана, после чего судно перестало быть открытым. Почему судно перестало быть открытым и стало быть закрытым Ираном? Да? То есть, не получается. То есть, веры его словам мало, в угрозы уже особо-то никто не верит. Да даже с бальным залом, это было где-то... Мы с вами, правда, долго отсутствовали, но вот в последний месяц, что еще прям лично Трампу, конечно, неприятно, суд запретил достраивать. У нас теперь символично вот итог первых 2 лет его президентства очень символичный котлован, по сути, на месте разрушенного крыла Белого дома.
Ну, просто для тех, кто не в курсе, Трамп снес это крыло и начал строительство, на него подали в суд, потому что у него не было полномочий это делать. Но в Америке, пока суд не вынес решение, можно продолжать действия. Ну вот, соответственно, теперь суд вынес... То есть пока шел суд, прошло строительство, сейчас суд вынес решение, получился недострой. И вот на этом фоне всего хочется хоть как-то поднимать себе рейтинг. Вот описанная вами история – это попытка хоть как-то перезагружать эту символическую историю, но по очкам пока все идет не в его... Ну, пока в этом плане все идет не в его пользу. Визит Си Цзиньпина, ну, точно Трамп не собирается, не так хочет встречать Си Цзиньпина. Он должен его встречать из положения силы, из положения победителя, который там будет что-то диктовать, который будет что-то требовать. Мы же с вами много раз говорили, что вся переговорная стратегия господина Трампа со времен его работа нью-йоркским девелопером связана с принципом «дави на человека из положения силы, пока он не прогнется». Вот сейчас вот причина, почему, например, буксуют переговоры с Ираном, потому что там в положении силы находится Иран. А как вообще работать с контрагентом в такой позиции, вот это, скажем так, дипломатическая школа не знает. Просто не знает. И вот, соответственно, вот в этой, если угодно, драме, не драме, трагедии, не трагедии, пребывает сегодня американский президент. Вообще, понимаете, вот все тайное становится явным, и как вы, вот эта вся история с ракетами «Патриот», то есть тоже, опять-таки, все, так помните, смеялись над мемами с Пригожиным, Шойгу, где снаряды, то теперь появились мемы «Кексят, где патриоты», да, то есть это вот очень большая, понимаете, символическая нагрузка, что я имею в виду. Американское руководство, особенности господин Трамп, и вот, как вам объяснить, живут в мире, в котором Америка может все. Ну, кстати, заметьте, большая часть украинцев, вот секта украинства, да, российской оппозиции международной, тоже живут в мире, в которой, если белый, вот этот великий Мбана, что-то не делает, то он этого не делает не потому, что он не может, а потому, что он не хочет. Или и наша план. задача... Или хитрый план. Или хитрый план. И наша задача убедить его, то, что он должен это сделать. Мир, в котором этот субъект чего-то не может, настолько не соответствует их символической картине мира, что лучше, что этого не может быть, потому что не может быть. Поэтому если есть какой-то факт, который не вползает вот в тот картину мира, в котором я все могу, то этого факта значит нет. И вот тут мы видим как раз конфликт между реальностью, да, и образом этой реальности в отдельной голове. И это рождает сторонним наблюдателям много комических историй, но с точки зрения опыта проживания этой истории, тут скорее одна перманентная трагедия, потому что вот в этой воронке эскалации что делает человек? То есть чаще всего происходит все в 90% случаев все происходит по следующей схеме. Если какой-то факт не вписывается в мою картину мира, тем хуже для факта. Поэтому я скорее удвою, утрою, удесятерю ставку, но попытаюсь сохранить свою картину мира. Поэтому, например, те иранские аналитики, которых я отслеживаю, это вот знаменитый профессор Маранди, то есть один из ведущих сегодня специалистов по Ирану, ну, не специалист по Ирану, а член иранской делегации на переговорах в Исламабаде, активный самый спикер на англоязычных просторах, он говорит о том, что Иран наблюдает о том, как Америка продолжает готовиться к следующему там этапу той или иной операции. То есть они исходят из этого. Да? Ну и конечно, вот на этом... сегодня пишет пресса, что они атакуют, прям прут, говорят, давай, исполняй. Не исполнишь, будем атаковать, будем прорывать твою блокаду. У нас же закончился 60-дневный меморандум сегодня. Продлили вроде. Очень важно. Продлили. Ну, опять уже продлили? Это саудиты сообщили, подтверждения, понятно, нет. Наоборот, мы видим резкий скачок, виток таких дурных заявлений, которые ну, в общем, отправляют в космос нефть под 93. Это на момент нашего с вами эфира. Вот сейчас в прямом эфире 93 уже. Было 88 держалось, сейчас 93. И так интересно, знаете, и в этот момент тоже вот или совпадает так, или опять не везет. Зеленский атакует судно вот этого КТК в Новороссийске, казахского консорциума. И момент такой, и нефть еще. И вроде перерыв был, и вроде ждали как бы понять друг другу все. И американцы, Венс лично вступался за этот Новороссийск. Не, опять ударили по греческому судну сегодня и так далее. Но вы понимаете, как это все обыгрывается? Вы про Патриота вспомнили. Вот эти кадры сняли журналисты CNN. Загробный этот голос за кадром рассказывает, как в кукурузном поле
стоит брошенный Патриот, установка, без единой ракеты. Проблема заключается в том, что война на Ближнем Востоке поизносила запасы, и, в общем, он стоит и уже долго не стреляет. Грустит. Понимаете, Грустит? я пошутил в телеграм-канале у себя, надо было грустную музыку подложить, плачущего ребенка на развалинах, усилить надо было. А там просто видеоряд этого брошенного Патриота и голос, точно фейк, слушайте. Не зря же их Трамп фейкометами называет. Но это же тоже очень предвыборненько, Павел. Нет, понимаете, это точно не намеренно, но в контексте выборов это картина вот этой слабости для политика, который весь свой образ построил на том, что он самый, то, что называется в политике мачо, да, то есть в политтехнологии мачо, на руку не играет. Но с патриотами, да, не то что, опять, про это все говорят. Просто это вот опять, мне это интересно другое. Мне интересно именно то, что все аналитики, да, то есть, которые хоть немножко отвечали за свои слова, они... на протяжении лет говорили о том, что вот, опять-таки, извините, объясню. Понимаете, мы имеем дело с магическим мышлением. Если вы обратите внимание на европейскую риторику и на американскую, то она вся говорит о том, что нам надо усилить решимость. То есть мы все можем, но нам решимости не хватает для производства ракет, для производства снарядов и прочего. А проблема в том, что там не хватает нерешимости. Там есть структурные, производственные ограничения, которые ты хоть самый решительный будь, но вот ты не ускоришь радикально это производство. Начиная с того, что у тебя квалифицированной рабочей силы нет. И напоминаю то, что при Байдене пришлось выводить людей из пенсии на заводы, потому что потерянные были квалификации. То есть физически есть это узкое зерно. Есть узкое зерно по материалам, по металлам. В конце концов, элементарно, Патриот вообще не предназначен для этой современной войны. Патриот предназначен сбивать ограниченное число дорогих ракет, которые, соответственно, он будет забивать. Он, в принципе, не предназначен для конфликта, в котором каждый день стороны стреляют по сотне баллистических ракет. То есть, в принципе, под это... он не строился вообще. То есть вся американская система обороны под эту задачу не выстраивалась. Но, опять-таки, поверить в это было невозможно. Потому что поверить в это значит признать, что у Ирана есть козырь, что у этих бородачей с тапками есть козырь. Нам что, нужно прислушаться? Мы что, не можем просто им сказать, и они просто хвостиком не завиляют, к нам ноги не присядут? То есть жить в таком мире я отказываюсь. И вот этот феномен человека, я отказываюсь жить в таком мире, мы видим его на Украине, мы видим его сейчас в Белом доме, мы видим его в Брюсселе, мы видим его везде, потому что это базовое свойство нашего взаимоотношения с миром. Но вот брошенный Патриот, конечно, он выглядит очень, конечно, выпукло. На этом фоне, тут помните, вот эта великолепная символическая история про 5%, которые спасут отца русской демократии. Допустим, эти 100 ракет не спасут отца украинской демократии, прямо скажем, даже если их дать. Потому что элементарный расчет. Потому что требуется 2 ракеты Патриот, чтобы сбить одну баллистическую ракету. То есть 100 ракет Патриот это на 50 баллистических ракет. Это меньше, чем на неделю. Павел, еще один очень, я бы сказал, важный момент. Вот мы сейчас вернемся там по Украине, но мы все равно вокруг Украины сейчас. Меня интересует ваш взгляд на ситуацию, которая происходит сейчас в Европе. Кая Каллас сегодня вышла и распотужничалась, говорит о том, что новый пакет санкций самый страшный, самый мощный. Даже Мосбиржа пошатнулась. Сейчас там повыдавали. Это же как? Сегодня вообще годовщина. Сколько там лет? 9, что ли? Не 9. 9 это я маханул. Вот этого кризиса, дефолта августовского, да, вот этого. 98-го года? 98-го года, да. То есть сегодня же август, это черный понедельник, черный, все, ужас. И под это дело экономические всякие новости, всякие там, и тут Кая Каллас, и даже Мосбиржа дернулась. В общем, вводят там какой-то процент от ВВП, там, экономика падает, экономика рушится, все рушится. В общем, там, правда, если смотреть по сводным данным ВВП, то хорошо, рушится там 2,5-3% условно там от ВВП. У Германии, Италии, Франции, там у кого 5, у кого 7, у кого... то есть это если так вот считать, это такое дело. И вот в этот момент, значит, Кая Каллас говорит, вот все, надо противостоять и так далее.
Но параллельно с этим Европа откровенно не замечает других вещей. Значит, Испанию, которая насолила Трампу, как-то бросили на произвол судьбы. Значит, вот эти потрясающие кадры, да, из побережья Сеуты, где все просто в хлам, в мусорке, в свалку превратилось. Жалующиеся жители, которые там, часть из них уехала из этого анклава испанского города, потому что, говорят, изнасилования, там какие-то нападения, грабежи. С другой что вы стороны, хотите? показывают нам марокканцев, которые говорят, мы тоже люди, мы тоже хотим пожить как люди, елки-палки, мы к вам приехали, давайте выполняйте свои законы, мы тоже хотим так, мы честные, нормальные, у нас там наоборот, нас там притесняют. И это реальная проблема. А Кая Каллас и евробюрократы скармливают войну с Россией, которая будет там в каком-то году, надо всем готовиться, всем там, в общем, то есть странные 30-м. люди. Почему так происходит? Происходит это очень по одной простой причине. Потому что вот эта война с Россией для Кая Калласа пока происходит в виртуальности. То есть вот в пространстве исключительно нематериально. Там можно говорить о решимости, силе, доблести, перемоге. В конце концов, можно производить магические заклинания. Ну, то есть, если рано или поздно ввести достаточно пакет санкций, то найдется вот он, золотой пакет, от которого уже точно наверняка. Любой рациональный анализ вам скажет, но если бы такой пакет был, наверное, его бы приняли уже за эти 5 лет. Вот чисто вот по логике. Потому что если его не принимают за эти 5 лет, ну это уже совсем странно. То есть у вас есть секретный меч-кладенец, который вот теперь-то наверняка решит вообще все, а вы его, простите, почему 5 лет им не пользовались, да? То есть это вот такого рода вопросы можно получить неприятные, но поскольку им такие вопросы ж никто не задает, надо же понимать, как это просто на практическом уровне устроена среда. Они же общаются между собой. Ну, те же самые журналисты, те же самые политики, и внутри этой среды как бы вибрируют одним полем, если угодно, одним духом мазаны. Да? И вот в этом одном духе у них вот эта мечта о распаде России после нужного пакета санкций, мы не знаем, какой он, но он точно будет, соответственно, вот позволяет жить. А проблемы Сеуты, они реальные проблемы. И что делать там, как бы, ну что там делать? Там надо вводить военное положение, давайте прямо говорить. Не то, что надо, но вот единственный способ решить проблему – это ввести военное положение, произвести полноценную зачистку. Но это как-то, как вам объяснить? Имиджу повредит, твоему личному. За это пусть кто-то другой отвечает. Вот пусть испанцы и разбираются, в конце концов, что. Вот она очень хороший пример разницы солидарности. А Европа вообще это Европа или что это? Что? Нет, Европа – это Брюссель. Нет, ну просто понимаете, в чем дело? Евробюрократы – это определенная клика. Нет, давайте тоже. Это тоже религиозная секта под названием Европа. Это, ну, опять-таки, можно назвать ее Четвертый Рейх, можно называть его европейская мечта, общий европейский дом. В общем, называйте как хотите. Смысл в том, что есть Европа первого статуса и, ну, включенные в нее индивидуальные лица, такие как госпожа Каллас, на индивидуальных основаниях. Это про Нидерланды, это про империю Карла Великого. От Северной Италии через Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Францию и Бельгию, Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Все остальное... Я всегда думал, что Испания, в принципе... Нет. Не входит в это число? Нет, ну, маленький кусочек. Там входила каталонская марка, так называемая. То есть там была марка, там вот знаменитая песня о Роланде. Они как раз защищают проход в Пиренеях. Ну вот, чтобы было понятно по контексту. А большая часть Испании к тому моменту была уже под арабским вторжением. Поэтому не вошла. Да, то есть как-то вот символически. Ну, простите, аббревиатура PIGS. Очень красноречивая, придуманная не русскими аналитиками, знаете ли, тоже, еще во времена 2008 года. А там Португалия, Испания, Греция, кто еще? Португалия, Испания, в общем, еще кто-то, простите, забыл. Но вот этих 3 точно помню, но вот очень символически. Да, друзья, готовьте свои вопросы, скоро будем к ним переходить. У меня все-таки, если так вот подытожить, ну, я всегда, да, хотел бы от вас прогноз какой-то на перспективу, но я хочу оттолкнуться от ситуации, которую мы имели вчера вот буквально. Завтра вроде там тоже что-то масштабное, 18 числа будет в Киеве по поводу там «Верните Федорова».
картонки, марши, вот эти все Серненки. Сейчас Банковая атакует этих, ну, условно, там, Кубло, так называемых соросят, соросята находят компроматы. В общем, вот это вот начинается сейчас война, уже говорят о том, что у Арахамии и Ермака будет еще по одному, ну, у Арахамии первого, у Ермака второе уголовное дело. Короче, идет вот эта вот серьезная драка. Но меня интересует другое. Значит, в момент вот этого всего действа, ну, видимо, чтобы завтрашний большой какой-то сбор на Майдане с картонками поддержать, Федоров интервью дает. Ну, понятно, он там говорит, вот, я, типа, мессия, украинцев. Это новое? Или да. это после стрима? Или это новое. Вот это этот вот знаменитый сейчас. стрим? Нет, это вот буквально вчера разошелся на цитаты, его там выход, так сказать, эксклюзив, причем там и местной прессе дает, и... простите, CBS так-то на секундочку у него берет интервью. Значит, он там говорит, что у людей забрали надежду у украинцев, а вот мы тут можем воевать. Он ее вернет, да. Ну, конечно, дроны с дронами будут воевать, люди там, ну, в общем, будут меньше и меньше нужны. Но меня интересует, поскольку мы все-таки, друзья, мы с политическим философом Павлом Щелиным, вот эта сентенция, цитирую. «Нас ждут трудные времена, серьезные испытания. Но в конечном итоге мы сможем остановить россиян, и они окажутся в ситуации, предшествующей распаду. И когда российская власть поймет, что вопрос их существования поставлен ребром, они остановятся, не достигнув ни одной стратегической цели. Тогда наступит прекращение огня и мир», говорит новый картонный мессия Федоров Михаил. Прекрасный, да. Ну, прекрасный текст, который хорошо показывает, почему мой ответ на ваш первый вопрос, к сожалению, скорее всего, сбудется. Потому что давайте разберем эту принципиальную историю. Опять, ну, сегодня будем давать цитаты людям, которые стали узниками совести, по сути. Господин Чадаев, собственно, написал пост на прошлой неделе, как раз он хорошо, подробно и раскрыл со стороны именно российского руководства вот эту драму, да, то, что нету опции и никакой иной, кроме как, по сути, победить, чтобы выжить. Хотя побеждать она вообще совсем не собиралась. Что я имею в виду? Вот этой противоположной стороне, от лица которой говорит господин Федоров, причем он здесь говорит, по сути, одновременно и от секты украинства, ну и, по сути, хорошо ретранслирует вот это, скажем так, общее вот это, ну вот, картонно-прогрессивное, вот то, чем, скажем так, духом он питается. Не нужен никакой вообще иной мир, кроме как через полное поражение России и ее полное тотальное ограбление по той простой причине, что никаким образом в порядок, основанный на правилам, вот эта Россия целиком, русский, можно сказать, мир, не вписывается ни тушкой, ни чучелком, вообще никак. Только по частям. Соответственно, вот эта деколонизация, расчлененка, репарации, комиссары, лагеря перевоспитания и вот это все. Дальше вот здесь он выдает искреннее желание сердца, да? А ведь по желаниям сердца это все происходит, его речь. Но дальше у него, конечно, начинается мрия, потому что вот эта мрия стоит на дроны с дронами воюют. Вот эта мрия стоит на то, что вот сгинут наши... Вот здесь он включается уже, сгинут наши вороженьки яроса на солнце. Наконец, главное у него включают, соответственно, то, что люди не понимают, что вот если российское руководство, что вот почему это самосбывающееся пророчество? Потому что ошибка в исходной посылке. Российское руководство, именно руководство Российской Федерации, с самого своего начала полностью в противоречиях, часть из которых мы раскрыли по ходу нашей беседы, искренне всегда пыталась договориться. Вот у него была цель договориться. И именно действия контрагентов вынужденно заставляли ее браться за ум. Вы заметите, что вот этот подтекст очень четко звучит в речах Лаврова, в речах Путина. По сути, оно звучит примерно так. Что ж вы, ироды, нас до греха доводите? Ну, довели же. Но после 91 года второго такого подарка не будет. Будучи поставленный на грань выбора между с неохотой меняться, куда тебе не хочется, либо терпеть, либо самоубиваться, будут меняться. А весь план господина Федорова и всех, кто стоит, ну, у кого он там в этом интервью представляет, стоит на магической вере в то, что Россия самоубьется. Победить мы ее не можем, а вот она нам такой подарок сделает и самоубьется. И русский народ
самоубьется. Но такого подарка им не будет. Поэтому чем больше вот наоборот, понимаете, чем более критическое положение враг загоняет русского человека, то есть враг не предает, тем больше потом он от него огребает. И вот эта воронка эскалации, она раз за разом этот урок вроде бы показывает. Знаете, уже за 5 лет там выучить можно было бы, начиная с вот, помните, марка с Крымским мостом и последствия после этой марки, да? Но нет, не учится. Вот теперь мри о том, то, что мы добьемся дронами, все, а нам за это ничего не будет. Нет, Люблю я, ничего не конечно, с вами получится. так как бы ловить так на таких моментах особенно. Но если по вашей версии и там русские люди, то Да. значит Ну, одни про это забыли. ну, значит, и украинцу... Одни... Ну, подождите, забыли, не забыли, но ручки-то помнят, да? Ну, там, инстинкты-то остались. То и тут, получается, украинцев не победить. И вот отсюда эти имри... Нет, украинцы как раз... Нет, вся история. их-то победить можно, в том-то и дело. Поймите, Андрея-то победить можно. Это Тараса невозможно с Остапом по-настоящему победить, а Андрея-то можно победить. То есть, короткий ответ, да, то есть, вот эти ручки, они просто вот делают то, что это продолжается сильно дольше и трагичнее для нас всех. Но вы очень хорошо подняли эту тему, то есть, это будет длиться в том числе до тех пор, пока не произойдет таинство священное вспоминание, да, вспоминание своего собственного истинного имени. Могу снова прочитать речь Бульбы о товариществе, она здесь уместна, но мне потребуется время, может быть, ближе к концу, да, то есть, где он говорит, что у последнего подлюки найдется крупица русского чувства, и тогда заплачет он, зарыдает он горемычный, оплакивая горькую судьбу свою. Вот примерно это закончится этот финал. А вот это упорство, которое вы действительно перечислили, оно промыслительно, мне кажется, если вот говорить историосовски, наверное, вот можно сказать, по грехам нашим, в широком смысле, по грехам всех, ну, меня, вас, всех нас, русских людей, то, что только таким самым страшным методом наводится чистота понимания в наших головах. Это очень горько. Да, друзья, значит, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса, пожалуйста. И к вашим вопросам, как обычно, много, режим Блиц, но мы очень любим эту часть нашего эфира. Значит, кто выйдет из войны в Украине сильнее? Вот такой опрос у нас был с самого начала. И варианты были. Запад, ЕС и США, ну, чтобы ЕС и США вместе. Россия, Китай. Сегодня они вообще вычудили, показали такую штуковину, ну, понятно, экспериментальные разработки, кроме там этих роботов бегающих, там у них какая-то система, летит рой дронов, прям много. Они включают какую-то дуру, акустическую историю, хлоп, все попадали дроны. Классно же. То есть учатся на чужой войне, спокойно учатся. Китай, например, будет сильнее. Ну или вариант никто, все от нее проиграют. Значит, 6% считают, что Запад выйдет сильнее. 22% никто не выйдет сильнее, все проиграют от войны. 31% Китай, Россия 41%. Ну, то есть вот так распределились голоса наших сегодняшних зрителей. Что скажете по этому поводу? Интересное наблюдение. Я признаюсь, то, что сам есть у меня зона, которую я до конца не понимаю, это про Китай. То есть мне так кажется, что вроде бы на бумаге хочется согласиться со слушателями, но с другой стороны, вот это ощущение, мы не знаем внутренних процессов Китая, да, то есть мы не знаем, что там творится за оболочкой, за роликами, как мы видим, то, что, например, у США тоже были прекрасные ролики до Ирана, да, поэтому мы не знаем, что там происходит в Китае. И кто знает, что вот эти годы, такое ощущение, что вот эта великая китайская стратегия выжидания, не обернется ли она боком, да? То есть вот этот момент заявки на лидерство, вот это, по сути, пассивная позиция, все выжидание, что оно само упадет тебе в руки, может быть, сыграет боком. То есть вот здесь. А про вот оценка 41% за Россию, могу согласиться, но только в определенном смысле. Не в смысле то, что она там будет сильнее, как вот в таком ярче, величественней, так вот, угоу, шашка и прочее. Сильнее в том смысле то, что единственный путь выхода из этой истории, чтобы выжить, повторюсь, только через вспоминание своего имени. А вот в этом, ну, а тот, кто помнит свое имя, он, разумеется, сильнее того, кто одурманен или одержим чужим духом. И вот в этом смысле я со слушателями согласиться, конечно, могу. Но не стоит очаровываться, этот путь очень кровавый, тяжелый, и радости от него мало. Так, переходим к вопросам. Друзья, перед тем, как перейдем к вопросам, обращаю ваше внимание на курс Павла Щелина «Символизм».
Значит, Язык вечности. да, язык вечности, переходите, значит, очень интересный материал, и как, в общем, вся инструкция на сайте, ссылка в описании, в закрепе, поэтому в закрепе появится в комментариях после эфира, поэтому, пожалуйста, поинтересуйтесь, да, поинтересуйтесь, думаю, будет полезно и интересно. Перейдем к вашим вопросам, начнем с клуба «Режим Блиц», поехали, Василина. Здравствуйте, уважаемый Павел Александрович. Очень популярное обсуждение среди журналистов, политологов на тему, что будет являться победой России в итоге. Обсуждают разные версии территориальных приобретений, типа весь Донбасс, Левобережье, Причерноморье, денацификация, демилитаризация. А можете ли вы согласиться, что единственно настоящий и не вызывающий сомнения победой России будет полный, необратимый демонтаж государства Украина? Если вы согласны, то, по вашему мнению, насколько в процентах или по десятибалльной шкале этот вариант победы уже осознается Россией, ну, властью? Осознается. Я бы сказал на пятерочку. На пятерочку. Но как бы вынужденно, да, все еще есть надежда, что может быть и нет, но в целом по сравнению с тем, что было, например, в 2022 году, на пятерку, я думаю, уже осознается. И вот, ну, символически я говорил, когда в Киеве будет лавра, да, то есть, а не, ну, кости, ну, не кости, господи, мощи святых вернутся в лавру, а кости этих людей, так называемых, вернуться туда, где им положено, да. А, как вы понимаете, условием такого события является тот самый демонтаж государственности. Так что... Это, на самом деле, опять, враг не предает. Это символически очень, конечно, даже таким, имеющий очи да увидят, да, то есть, вот, даже тем очень большому количеству российских, ну, чиновников с разных рук, конечно, вот эти события ломают их желание как-то искать адекватность на той стороне. Да. Петр, вопрос. Павел, люди на Земле разделены языками. И носители одного языка не понимают носителей другого. Но есть у человека как вида универсальный язык, понятный абсолютно всем людям, от офисного работника с Уолл-стрит до члена дикого племени Амазонии, незнакомого современной цивилизации, это язык мимики. Как так сталось, что мимика отображает чувства людей одинаково, независимо от рас и языков? Вопрос прекрасный. К сожалению, не знаю, во-первых, истинно ли утверждение нашего дорогого участника про то, что мимика у всех одинаковая. Тут вот прямо антрополога надо спрашивать, правда, не знаю. Если это правда, то я бы искал ответ в том, что природа-то у нас общечеловеческая. Ну, то есть, есть такая природа, мы все часть одного, как бы, мы действительно люди. То есть, да, то есть, человек от одного праотца Адама происходим. Поэтому вот это общее у нас есть. Так что так бы ответил на ваш вопрос. Значит, крик души. Херсон погибает в прямом смысле этого слова. Нас расстреливают 24/7. Почему никому до нас нет дела? Ну, а кому, как вы ожидаете, до него будет дело? То есть, на данный момент город Херсон находится под администрацией украинской власти. Им, соответственно, до него дело исключительно как прифронтовой город, задачи, ну, которые он выполняет прифронтовые задачи. Ни о каком развитии там речи не будет, учитывая то, что потом этот город все равно по итогам войны вернется в Российскую Федерацию. Вот. А с точки зрения Российской Федерации на данный момент это город, наполненный военными целями. Ну, то есть, повторюсь, прифронтовой город, центр группировки, которая действует вдоль реки Днепр. Поэтому, к сожалению, мирному населению можно только призвать, если есть возможность, уезжать. Тут других вариантов совета нет. То есть, это прифронтовой город. Вообще, из любого такого прифронтового города, конечно, можно только посоветовать людям уезжать. То есть, тут других вариантов-то особо нет. Ну и важный комментарий. На всем протяжении войны мирное население для украинской власти всегда является живым щитом. Поэтому это абсолютно естественное понимание. Ольга, вопрос Павлу. А не был ли первый в мире демократ светлый ангел? Люцифер. Ведь в царстве Бога четкая иерархия. И самое удивительное, что он своей демократической идеей целый сон ангелов за собой уволок. Да, так. Ну, принцип демократии. Да не буду служить, буду сам панувати. Вот, собственно, господин Денница примерно так и поступил в начале истории. Так что принцип демократической... Он же и первый революционер. Такой духовный, можно сказать, покровитель всех революционеров. Павел, и всех Майданов. Всех Майданов, да. Павел, ответьте честно.
Кто ближе вашему сердцу? Сирийские христиане или русские атеисты? Сирийские христиане. Потому что во Христе нет ни эллина и ни иудея. Ну, то есть, если у одной чаши нет ни эллина и иудея. Это к вопросу про языков, да? То есть, эта идентичность абсолютно идет. А русский человек, как еще Достоевский писал, если он отходит от чаши, он очень быстро перестает быть самим собой. Да? То есть, вообще, тут важный комментарий, я могу отослать к эфиру с госпожой Латыниной, где я подробно объясняю о том, что вообще народ для меня категория тоже, прежде всего, религиозная. Да? То есть, это очень важно объяснять. А этническое как раз это племя. Да? То есть, племя – это этнос, а вот народ – это категория уже религиозная. И вот отсюда можете делать выводы. Но, опять-таки, это именно в контексте политтеологического языка. Да. Вопрос. Павел, как вы относитесь к космополитизму? Есть ли шансы у человечества рано или поздно прийти к устройству общества, где главенствуют идеи космополитизма, а национализм или даже просто патриотизм полностью испарится? Спасибо. Да, на 42 месяца нам точно это обещано перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа. То есть, это тот же самый вопрос, по сути. Космополитизм как светское понятие является современной версией строительства Вавилонской башни на закваске атеистического, сатанинского, демократического фундамента. А единственный настоящий космополитизм, то есть космополитизм в кавычках, это вот тут параобраз церкви, то есть это та самая церковь, это небесный Иерусалим, когда во Христе нет ни эллина, ни иудея, а один и во всех Христос. Вот такой космополитизм, в кавычках, он действительно возможен. А все остальное, попытка построить человечество единое без Христа, это вот, опять-таки, книга Откровения, точную главу не помню, но вот там подробно описывается, как это происходит. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Павел. Вопрос Павлу. По каким маркерам в словах и речах известного человека можно понять, что он может представлять интересы зарубежной, не своей страны или иностранной разведки? Изречения по делам их узнаете, их не отвечает на этот вопрос, поскольку ИПСО, когнитивные операции в медиа, пространстве, в общем, не являются явственными поступками с видимыми, осязаемыми результатами. Ну, знаете, вот если вам дела в человеке не свидетельствуют, то словами-то управлять он научиться гораздо проще, да? Тем более, короткий вопрос, я не до конца в вашем вопросе не присутствует, какой именно разведки. То есть, если бы вы хотя бы назвали чьей, то можно было бы попытаться заметить эти проскальзывающие маркеры. Ну, вот идея. Ну, допустим, человечество. Пресловуто очень хороший маркер вот этих, повторюсь, глобалистов. Вот начали люди вещать о человечестве, прям хорошо. Цивилизованный мир. Очень хороший маркер, да, вот такого рода. У кого-то цивилизация, у кого-то торговля, у кого-то сделка, у кого-то процветание. Ну, то есть, у каждого религиозного властного племени свои такие маркеры. Это большой труд их распознать и выучить. Николай из Николаева спрашивает. Такой вопрос. Мы уже понимаем, что сам Зеленский на мир от России не пойдет. Мир будет только таким, как его видят европейцы. Есть ли предположение, что при смене в европейских странах правыми силами нарратив о мире изменится, или так останется фанатичная по большей части ложная идея о том, что Украина защищает всю Европу, потому что европейцы должны платить дань Украине в виде денег и оружия? Ну, по деньгам может быть разногласие. То есть, это вот тактические разногласия может быть. Кто кому как сколько должен что платить, и кто кому сколько должен. Вот здесь терки могут быть очень большие. Но это тактические разногласия, а стратегические нет, не изменится. Вот эта надежда на то, что якобы приход правых партий, они там станут очень... Это была такая большая надежда российской дипломатии. Но если вы посмотрите на внутри этих правых партий, такая же поддержка, ну, она меньшая, там именно там есть разборки по деньгам, но структурно никто не готов, главное, принимать ответственность за поражение, за принятие российских условий, и поэтому проще продолжать перекладывать, ну, проще, чтобы оно шло таким, в общем, проще, чтобы оно, скажем так, развивалось так, как развивалось. Смена аятоллы в Иране сделала его сильнее. Похожая ситуация в России может кардинально изменить метод ведения войны Генштабом России? Ну, в России, давайте так, не дай бог, чтобы в России произошло, что произошло в Иране. Я напоминаю, что смена Айталы в Иране произошла в результате того, что всю столицу бомбили ракетами на протяжении месяца. Да? То есть, именно
собственно, агрессией, соответственно, вот это, актом военной операции. Поэтому нет. Поэтому ответить на ваш вопрос невозможно. Нет, сегодня, собственно, вот это основной же план западной разведки, как они все надеются, у них все висит на Путине, и, соответственно, они вот все думают, что надо вот сделать все, чтобы вызвать этот период нестабильности. Но это, конечно, здесь есть ирония в том, что объективно господин Путин, по-моему, в текущем российском элитном положении выступает скорее умеренным политиком. То есть это именно он долгое время надеялся на результативность духа Анкориджа. Да? Скажем так, люди вокруг него гораздо более настроены радикально. Но господин Путин за последний год тоже, мы видим, скрипя сердцем, свою позицию постепенно меняет. Опять-таки... Что? Выньте больше речи об уступках. Нет, многие считают, что дух Анкориджа еще жив. Нет, я не знаю, это вот, знаете, свидетели духа Анкориджа вызывают, которые его вызывают. Нет, обратите внимание на господина на реакцию. Почему господин Витков-то и с Кушнером не едут? Потому что единственный контекст, в котором дух Анкориджа жив сейчас, это способ российской дипломатии тыкать в носом американцев в их, скажем так, субстанцию жиденькую, по принципу вы сами подписались, вы сами, это ваше предложение. То есть, что стоит за этими словами? Это вот надо, наверное, прояснить, потому что часто вызывает непонимание, что вот с точки зрения российской дипломатии какая история? Американцы предложили некое действие, сами под него подписались и не смогли выполнить. Это делает любое их другое предложение как бы несущественным. Да? То есть, если вы даже это не можете сделать, то есть, опять-таки, в русской этике давший слово держись. То есть, вы не можете выдержать свое слово, да? То есть, это принципиальный момент. Это в американской этике я хозяин своего слова сегодня дал, завтра взял. А вот тут так не работает. Соответственно, вот этот способ духа Анкориджа, это идеальный сейчас с точки зрения, опять-таки, можете не соглашаться, у меня свое мнение, но вот с точки зрения российской дипломатии, это идеальный способ блокировать любые другие вот эти крипто-переговорные инициативы. Типа, вот, пожалуйста, год назад было, с тех пор сами не можете, не хотите, вы там как-то между собой разберитесь, но пока вот этого не произойдет, конкретные, осязаемые предложения, чтобы вы за них отвечали. Тогда и приезжайте. И вот здесь мы видим пробел, потому что все не едут, потому что все, что они могут предложить, это давайте перемирие и заморозку. На что им прямым текстом сказано уже было за последнюю неделю только 4 раза, что нет. Угу. Так, вопросы из чата полетели. Добрый вечер. Такой вопрос. Россия начала уничтожать лидеров чеченских террористов уже после активной фазы войны. Не боятся ли лидеры Украины и вооруженных структур для себя такой участи? Я думаю, боятся. Я думаю, это очень сильно, особенно в контексте того же Коновальца, не к ночи будет помянуто, консолидирует очень вот это определенное их единство. Война до останнего украинцам. Потому что пока есть война, у них хоть какие-то шансы выжить есть. Угу. С их точки зрения. Вопрос. Почему новоукраинская идея и пантеон формируются вокруг униатской церкви и униатской идеи? Какая роль Ватикана в формировании идеологии нового украинского государства? Спасибо. Сергей из Рима задает вопрос. Со времен 1596 года крайне существенная. Собственно, вот со времен вот этой унии. И почему? Да потому что по той же самой причине другой нет. Потому что любая православная идентичность приведет в Москву. То есть это все понятно. Если у вас цель в том, чтобы не Москва, то вот приходится квасить на том, что есть. Других заквасок нет. Вопрос, значит, вот такой. Почему казаков вы считаете украинцами? Они себя считали русскими. Где можно почитать про украинцев 15, 16, 17, 18, 19 веков? Владимир спрашивает. Смотрите, еще раз, прекрасный вопрос еще раз. Я считаю, когда я говорю украинцы, я имею в виду это как религиозное самоопределение. И условно господин Дорошенко, который с турецким султаном ходит под разные, скажем так, выполняет его, скажем так, задачи, или господин Сагайдачный, который вместе с польским войском под Троице-Серговой лаврой стоит и ее осаждает, являются членами вот этого религиозного украинского духа. А этнически, конечно, они были малороссами, и тут никакого сомнения у меня нет. Павел, а США тоже искренне верят, как ЕС,
что Украина им вернет все долги? Или такие надежды на репарации? Нет, они думают, частью США хочет взять землей, я думаю, то есть они же подписали все эти сделки, то есть я думаю, свое они уже взяли довольно много. Ну, опять, все люди в доле. Я, честно говоря, не думаю, что США уже ждет, что им кто-то что-то вернет. Там другой, честно говоря, посыл. Вообще никто не думает, что им кто-то что-то вернет. А конкретные люди, которые в этом были, участвовали, они все себе давно вернули. По-моему, здесь все вполне очевидно. Мгм. Павел, вы говорили, что любая война, массовое убийство — это в конечном итоге жертвы некому демону. Да. Вопрос: какому демону принес в жертву тысячи убиенных египтян ангел по прямому приказу Яхве? Мгм. Ну, вот читайте книгу «Исход», сами разберетесь, потому что вопрос выдает очень понятную, скажем так, посылочку. Могу посоветовать потом литературу в комментах. Мгм. А, так, вопрос. Что с судом между Россией и Украиной по поводу геноцида? Что за судьи? Какие документы передала Россия? Какой ответ готовит Украина? Честно, не следил за этой историей, поэтому не знаю. Мгм. Так, значит, вопрос. Дозволяется верующему небрежно осенять себя крестным знамением, как Павел сделал на стриме с Качевым? Вот так вот. Своего духовника спросите, и он вам все объяснит. Мгм. Так, ну тут понятно, это издевка. Жили ли в Австро-Венгрии украинцы? Понятно. Мгм. А, так, если Бог есть, он на чьей стороне? Запада или России? Спасибо. Господи, помилуй. Бог на стороне правды. Вот. Так что ищите правду. И Царствие Небесного, остальное приложится вам. Кристина, добрый вечер, уважаемый Павел. Мадяр украинский, который рассылает на Мгм. e-mail семьям турецких погибших матросов мерзкое оскорбительное сообщение. Как это Мгм. объяснить с моральной точки зрения? Такая вот мораль украинства. Это мораль этой религии. У нее вот такая мораль. То есть можете вот... И именно эта мораль, вот в центр ее семя теперь вот сидит в этом пантеоне. Так что ничего другого с таким пантеоном, никакой другой морали на той территории, которую этот пантеон контролирует, быть не может. Вот так. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор, за прямой эфир. Спасибо большое за то, что присоединяетесь. Павел, благодарю вас за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что.